Всем hello, вы на канале Мой Флакон, меня зовут Слава. Я рад всех видеть на нашем парфюмерном канале. Для этого видео я подготовил большой объем информации про малоизвестный бренд, который называется Dr. Uranius Firenze. Он родом из Италии. И в этом видео я расскажу историю данного бренда, расскажу, какой я аромат уже приобрел у этого бренда, про продукцию, которую они выпускают, кроме парфюмерии. И хочу сразу заметить то, что я не сотрудничаю ни с какими интернет-магазинами, ни с какими брендами. Это будет лично мое желание поделиться своим впечатлением о данной продукции. И свое видео я хочу начать с истории бренда. Dr. Uranius Firenze был основан в 1983 году Анной Марией Uranius и доктором Паоло Uranius. Они изначально изготавливали косметические процедуры для спа-салонов и оздоровительных центров в Италии. И только в 1999 году доктор Паоло Uranius запускает аромат, который называется Rosso Nobile, и он становится популярным на территории Италии и не только. Rosso Nobile, Nobile в переводе с итальянского это как благородный. Rosso Nobile включает в себя всю флору, которая произрастает на территории Тоскании, такую как ягоды, фрукты. Фрукты там входят апельсины, виноград, конечно же, известный красный, и ягоды такие как клубника. Аромат больше для меня про красный виноград, именно мякоть винограда. И, конечно же, немного пахнет красным вином, который создается в Италии. Как я познакомился с данным брендом? Мы с Сергеем были месяц назад в магазине. В магазин отмечал день рождения. И мы, конечно же, захотели посмотреть, какие у них там будут скидки, на какую продукцию. И продавцы-консультанты нас узнали и подарили нам такой аромат для дома от этой марки, который называется Ut Nobile, благородный Нобель в переводе с итальянского. Раньше я никогда не пользовался ароматами для дома, так как я люблю свечи ароматические и в основном использую свечи и никогда не горел желанием потратить на аромат еще. Вот так вот выглядит аромат. Он в таком флаконе. Здесь 8-гранный такой флакон. Почему 8-гранный? Вообще печать бренда Dr. Uranius, который был основан во Флоренции, это купол собора, который находится во Флоренции. Вот они решили создавать свечи, ароматы в такой дизайн-форме, в 8-гранном таком флакончике. Посмотрите, как я уже нормально так подиспользовал. Отлично распыляется. Сейчас покажу. Довольно-таки очень стойко и диффузно. Я вот когда распыляю, этот аромат держится 3-4 часа в комнате. Про что этот аромат? Конечно же, про ут. Он очень древесный. В нем входит амбра. Сандал дает здесь какую-то такую теплость и уют. Так как в квартире, в которой я проживаю, много деревянной фактуры такой, много дерева, и он идеально прям подходит. Он подчеркивает вот древесный интерьер, если в квартире это есть, и дает уют. Он такой янтарно-теплый, вот как вот этот сам цвет. Он передает прям настроение этой жидкости. Очень нравится, и я сразу заинтересовался этим брендом, что же они еще выпускают, потому что когда я заходил в магазин, где он представлен в городе, я всегда проходил мимо меня, потому что у них в основном акцент идет на
свечи, на диффузоры, для аромата для дома, для машины. Я это все вот как раз таки покажу в этом видео. И следующий мой поход уже был знакомиться с их парфюмерией. И, конечно же, я прикупил аромат, который называется Роза Табако. Вообще, Роза Табако я в прошлом году покупал у BDK. У марки BDK есть тоже табак Роуз, вроде такое. И я покупал себе travel флакончик. Я как-то с ним особо не подружился. И продал его через полгода. Тот аромат мне пах немного куклой Барби. Именно куклой Барби пластмассой. Таким табаком, немножечко, как сказать, влажным табаком. И он мне не зашел. Он для меня был очень громкий, очень придушливый. И мне это не особо нравилось и комфортно было носить. Я от него избавился. И потом начал искать дальше ароматы с нотой розы и табака, сочетания. И вот этот аромат меня прям произвел большое впечатление. Смотрите, какой сначала флакон. Это какая красота. Здесь 100 мл, концентрация Eau de Parfum. Вообще линейка у Dr. Vranjes Firenze появилась в 2022 году, год назад. То есть они запустили эту новую линейку ароматов. До этого у них были ароматы. Я не знаю, в каком они были объеме, в какой концентрации. Это вообще, можно сказать, новье. Мне очень понравились их флаконы. Такого янтарно-переливчатого цвета, такой большой камень янтаря. Крышка металлическая, с логотипом бренда. Все довольно-таки хорошо снимается. И снимается, создает такой звук. Красивый. Очень хорошо распыляет также. Сейчас покажу, как работает здесь распылитель. Смотрите, какая красота. Его можно здесь дозировать. Можете меньше нажимать, можете больше. И почему он мне так понравился? Он мне сильно-сильно напомнил аромат, который я в этом году нашел у Сержа Лютанса. Называется Santal Majescule. Здесь также есть нота сандала. И она идеально красивая для меня. Я не люблю сандал, когда маринадит в аромате. А здесь он такой теплый, комфортный в носке, с красивым шлейфом. Я уже 2 дня разнашиваю этот аромат и его изучаю. Стойкий, держится 10 часов на моей коже. О, да, и здесь очень много дерева. Здесь табак. И табак сухой, такой более кубинский табак, немного сладкий. Роза. Роза тоже, она довольно-таки не женственная. Этот аромат полностью унисексовый, спокойно может носить и парень, и девушка. Здесь все очень гармонично и красиво слажено. Его можно спокойно носить на работу. Он в меру громкий, он в меру диффузный. Шлейф будет, он не будет составлять километровых за собой там. И он, как я сказал, мне сильно напоминает аромат Santal Majescule. Только в Santal Majescule здесь больше какао, больше какой-то сладости и немножечко какой-то амбровости. Здесь больше прям амбро-деревяшек. А здесь все-таки больше ванильности. Он более ванильный. Здесь не гурманская ваниль. Как будто здесь есть шафран, который дает немного какую-то медицинскую составляющую для этого аромата. Но это ни на что не похоже. И если вы также любите сандалы и сочетание розы и табака, настоятельно присмотритесь к этому аромату. Он очень красивый. Как и сам аромат, так и сам флакон. Дальше давайте я все-таки это видео не про Сержа Лютанса, я его подуберу.
Бренд также выпускает ароматы для машины. Вот так они выглядят. Сейчас я вам покажу. Здесь целый набор, который надо собирать. Смотрите, вот у меня в 2 цветах. Это будет отличный подарок для ваших друзей и близких. У кого есть машина и вы не знаете, что подарить, смотрите, какая красивая презентация и коробочка. Здесь сам логотип бренда. 2 цветов. Первый цвет называется мод Carbonio и мод Chromo. Сейчас я покажу, как это все выглядит. Начну я с Carbonio. Здесь вкладыш и инструкция, как пользоваться и собирать данный ароматизатор. Дальше. Сам ароматизатор так вот выглядит. В этом пакетике крепеж, чтобы прикрепить на решетку для машины. Вот видите, здесь он разбирается, и сюда вставляется сама таблеточка с ароматом. Аромат отдельно продается, и можно выбрать. Вот у меня на выбор Oud Nobel, который аромат для дома, и Роза Нобель, который был создан в 1999 году, посвященный винограду, ягодам, которые произрастают в Тоскане. И сюда она вставляется. Смотрите, я не буду это сейчас все вставлять, потому что это подарки подготовленные. И когда вы вставили эту таблетку, сзади здесь есть даже регулятор. Можете среднюю мощность диффузии в машине аромата выбирать, полная мощность, и полностью блокировать, чтобы аромат не распылялся. Вообще классная вещь, смотрится стильно, модно и недешево. Это вот в таком в черном цвете. А есть еще и аромат хрома в серебряном цвете. Вот такой серебряный. Я считаю, что это идеальный подарок тем, кто водит машину. Сами ароматы, вот эти таблетки, это все, кстати, производится в Италии. Это, как говорит бренд, я заходил на их сайт, что это ручная работа. Видите, сама таблеточка, она такой защитной губки, чтобы при транспортировке это все не повредилось. И вот сзади еще раз показано, как вставляется эта таблетка в этот контейнер для диффузора. Такой вот машинный диффузор. И она здесь запечатана даже в пластике, чтобы аромат в этой коробке не тратился, да, впустую. Все очень хорошо продумано. И у них также есть свечи. Я любитель вечерами смотреть сериальчики, фильмы. И вместо лампочек я использую свечи. Они создают уют, комфорт, такую камерную обстановку в квартире, в комнате. И, скорее всего, я испытаю. Следующие мои покупки будут свечи от бренда Dr. Uranus Firenze. И, скорее всего, я вот думаю, покупать себе этот аромат Роза Нобель с этим ароматом винограда. Вообще, хотели бы вы пахнуть как виноград красный? Напишите в комментарии. Но, видите, он произвел популярность и фурор для данного бренда. Для них это знаковый, самый первый аромат. Посмотрите, все-таки флакон, да? Чем-то напоминает у Dior Fahrenheit. Такие красненькие флакончики, они более потоньше. Ну, какая-то схожесть есть. Но мне этот флакон больше нравится. Красота неописуемая. Дорогие друзья, спасибо вам большое, если вы поставите лайк под этим видео.
Мне всегда интересно читать ваши комментарии. Вот, к примеру, наш подписчик Роман недавно попросил меня сделать подборку ароматов с нотой пачули. Я уже работаю над этим и в ближайшее время загружу данное видео. Вам хочу пожелать прекрасных путешествий в мир ароматов. И спасибо вам большое за просмотр. С вами был Слава. Всем goodbye.